Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чонгуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Когда ты теряешь связь с реальностью рядом с ним. Девятое место. Чонгук стал танцевать, чтобы замедлиться и подождать Тэхёна. Прямо сейчас на моем канале на Бусти вышла новая статья на тему «Любовь в Вигу под запретом? Тайные трудности и расставания, о которых молчат». Полный разбор. Чтобы прочитать эту статью, а также многие другие, которые там уже были опубликованы, вам необходимо подписаться на мой канал в Бусти. Ссылка на мой канал, на Бусти и канал в Telegram будет в описании этого видео, а также в комментариях. Восьмое место. Совпадение или нет? Магнит Тэйкук и здесь сработал. Тэхён быстро нашел Чонгука. Соревновательный дух Чонгука ограничивается только другими участниками, потому что, когда дело касается Тэхёна, он просто счастливо проигрывает. Седьмое место. Так и тянутся ручки. Я все понимаю. Шестое место. Поведение пары. Можно спрятать слова, можно сдержать жесты, но свет в глазах при виде того самого человека скрыть невозможно. Сердечко, держись. Пятое место. Супружеские обязанности распределены четко. Чонгук назначен главным по кухне, творит, пробует и спасает блюдо, если что. А Тэхён, куратором бодрости духа, осуществляет мотивационные шлепки по попе, если Чонгук зависнет над рецептом или залюбуется своим любимкой.
4 место. То, как они держатся за руки. Третье место. Новости. На недавних фото Чангук был замечен с культовым аксессуаром, который будоражит умы коллекционеров по всему миру. XL Silver and Gold Feather with Metal Facing Right от японского бренда GoRoUS. Это не просто ювелирное изделие, а настоящий символ статуса в мире высокой уличной моды. Создатель бренда, Горо Такахаси, был легендарной личностью. Он стал первым японцем, который отправился в США к индейцам племени Лакота, чтобы обучиться их традиционному ремеслу. За свое мастерство он получил прозвище «Желтый орел». Каждое изделие GoRoUS – это слияние индейского мистицизма и безупречного японского качества. Основа пера, украшение Чангука, выполнена из высококачественного серебра, а небольшая круглая печать с эмблемой орла из чистого золота. Купить такое перо в магазине задача почти невыполнимая. Почему? Потому что единственный магазин бренда, в котором можно приобрести уникальные украшения, находится в Токио. У GoRoUS нет магазинов в других городах Японии или за границей. Они не поставляют свои изделия в другие бутики или мультибрендовые магазины. У них нет официального интернет-магазина. Купить новую вещь из первых рук можно только физически переступив порог этого единственного магазина. Чтобы просто попасть внутрь, нужно выиграть в ежедневной лотерее в очереди. Даже если вы вошли, персонал может не продать вам вещь, если решит, что вы не разделяете дух бренда или хотите его перепродать. Нося это перо, Чангук демонстрирует не просто роскошь, а причастность к закрытому сообществу ценителей истинного искусства, ведь GoRoUS – это не про тренды. Это про наследие, которое со временем становится только ценнее. Был как сирена, сладкогласен, и как сирена, был опасен. То Тау Янг, фотограф The Tonight Show, в Instagram опубликовал фото с выступления BTS «Два искренних момента» со специального выступления с песней Swim в культовом музее Гугенхайма для шоу Джимми Фэллона. Этот эпизод не попал в телеэфир. После того, как песня закончилась, мемберы группы решили пообщаться с теми счастливчиками, которым удалось попасть на это камерное выступление. Мне кажется, это сделало вечер еще более особенным-то. Как сильно ребята хотели взаимодействия с залом. Они уделили внимание зрителям, а те, кто стоял ближе всех к сцене, смогли даже коснуться их рук. Было очень трогательно наблюдать это проявление взаимной любви от участников группы к фанатам и от фанатов к группе. Глаза тигра. Billboard Korea о Чангуке. Видео с Чангуком снова становится главной темой для обсуждения. Помните, как он во время прямого эфира общался с фанатами и одновременно редактировал клипы? Чангук не просто участвует в съемках,
но и демонстрирует профессиональные навыки в планировании, монтаже и создании эффектных визуальных эффектов, показывая свою искреннюю любовь к видеопроизводству. Пение, танцы, рисование и теперь даже режиссура видео. Этот парень даже создал чувственный клип на вечеринку по случаю дня рождения Юнги. Разве он не настоящий мастер на все руки? Это особая атмосфера Чонгука. Следующим стадионом, на котором выступит BTS, станет Raymond James Stadium, Тампа. Это событие примечательно несколькими фактами, которыми хочется с вами поделиться. BTS станут первыми кей-поп-артистами в истории этого стадиона. Ранее арена принимала только крупнейшие спортивные события, 3 супербаула, и выступления мировых легенд, таких как U2 и Тейлор Свифт. Одной из главных особенностей тура является конфигурация сцены In the Round. Конструкция будет расположена в центре поля, обеспечивая обзор на 360 градусов. Такая планировка позволяет стереть границы между артистами и зрителями, создавая эффект полного погружения. Благодаря центральному расположению сцены и отсутствию слепых зон, которые обычно возникают при установке стандартной торцевой сцены, трибуны стадиона будут задействованы полностью. В 2016 году стадион прошел масштабную модернизацию. Теперь там установлены огромные видеоэкраны высокой четкости в обеих зачетных зонах, общая площадь которых делает систему визуализации одной из самых продвинутых в лиге. Стадион известен своим открытым дизайном и макетом пиратского корабля весом 43 тонны в северной зоне. Когда команда Tampa Bay Buccaneers набирают очки, заходят в красную зону противника или побеждают, пушки на корабле стреляют холостыми зарядами с конфетти. Возможно, эта уникальная деталь стадиона станет частью выступления BTS. Стандартная вместимость стадиона составляет около 69 тысяч зрителей, но для особо крупных событий, таких как Супербоул или национальные чемпионаты по студенческому футболу, ее можно увеличить до 75 тысяч человек с помощью временных трибун. Из-за высокого спроса запланировано 3 выступления. Ажиотаж настолько велик, что власти Тампы даже приняли решение перекрыть целое шоссе Tampa Bay Boulevard на неделю, чтобы разместить там огромный шатер с мерчем для фанатов. Когда нужно показать, что принадлежишь самому лучшему мужчине на свете. Задержание в Ильсане. Граждане Китая арестованы за спекуляцию билетами на тур BTS Arirang. В западном полицейском участке провинции Ильсан, провинции Кёнге, были арестованы граждане Китая по обвинению в перепродаже билетов на мировой тур группы Arirang, и они были переданы в прокуратуру. Полиция задержала молодую китаянку в возрасте около 20 лет, подозреваемую в том, что она прикрепляла браслеты к билетам перекупщиков возле спортивного комплекса Гаян, где 12 числа проходило представление. Женщину также обвиняют в том, что она не подчинилась требованию полиции предъявить удостоверение личности после задержания. Полиция изъяла у женщины около 30 билетов и ведет розыск торгового судна и других членов банды. В прокуратуру был передан гражданин Китая в возрасте около 30 лет по обвинению в отказе предъявить удостоверение личности сотрудникам полиции. Прибывшим по его заявлению во время прямой трансляции на YouTube 11 числа
за день до концерта BTS, где он утверждал, что продаст билеты, хотя они уже были распроданы. Полиция не предъявила обвинения в мошенничестве на том основании, что мужчина носил поддельный билет, чтобы похвастаться, и фактически не продавал никаких билетов. Полиция также продолжает розыск подозреваемых в связи с исчезновением более 500 билетов на концерт BTS из билетной кассы спортивного комплекса в Гаяне. Малыш и папочка. Участники демонстрируют свои навыки в области эстрадной музыки с Run BTS. Генерация энергии всей группы достигает критической точки. BTS подарили смех поклонникам по всему миру, продемонстрировав свои улучшенные навыки в развлекательных шоу и отличную химию между 7 участниками. 23 числа BTS выпустили первый эпизод своего собственного развлекательного контента-шоу на официальных каналах группы и глобальной платформе для суперфанатов Weverse. В этом эпизоде участники укрепили свою дружбу, отдыхая вместе, и оправдали ожидания от возобновления деятельности всей группы после примерно 3-летнего перерыва. В эфире участники приняли участие в напряженной психологической битве во время игры в распределение комнат после прибытия в общежитие. Процесс выбора комнат на основе интуиции привел к настоящей катастрофе, когда 4 участников ютились в двухместной комнате, а непредсказуемые ситуации продолжались. Например, Чонгук монополизировал 3-местную комнату, что добавило веселья. В последующей игре в зомби отчаянная физическая комедия участников по-настоящему блистала. Участники, отправившиеся на поиски друг друга с завязанными глазами, продемонстрировали непринужденное обаяние, резко контрастирующее с их харизматичными сценическими образами. В частности, хаотичная сцена, где они устроили бой подушками, пытаясь поймать горожанина, превратила съемочную площадку в море смеха. С момента первого показа в 2015 году Run BTS зарекомендовал себя как фирменный контент BTS, созданный ими самими. После перерыва, последовавшего за выпуском специального контента в 2023 году, они планируют отделиться еще большим количеством смеха и подлинной повседневной жизнью в рамках шоу. Помните этот легендарный эфир Чонгука? Его сексуальность была настолько сильной, что хайп не выдержал и удалил лайв. Свимсида станет воплощением последнего альбома кей-поп группы Ари-Рэнг и даст фанатам возможность отпраздновать долгожданное возвращение спустя десятилетия. Филиппинские фанаты смогут насладиться совместными просмотрами, участвовать в фанатских миссиях, попробовать специальные угощения и получить эксклюзивные подарки. Это отличная возможность открыть для себя музыку кей-поп суперзвезд с новой стороны. Spotify стремится объединить музыку, культуру и сообщество через увлекательные инициативы, которые сокращают дистанцию между поклонниками и артистами. Участие доступно только для пользователей фанатов и Spotify Premium. Прежде чем мероприятие стартует, фанаты и пользователи Spotify смогут послушать плейлист This из BTS в приложении. Подписчики Premium также получат доступ к музыкальной викторине BTS, которая поможет им еще больше проникнуться любовью к группе. Викторина основана на путешествии группы и ключевых моментах, которые сформировали их наследие. Сексуальность – его второе имя.
Тампа становится фиолетовой, и в этом преображении читается нечто большее, чем просто подсветка. Это город, который умеет чувствовать. Он встречает BTS не холодными огнями, а теплом миллионов сердец. Фиолетовый – язык, на котором говорят фанаты, и Тампа выучила его наизусть, чтобы сказать «Мы вас любим, мы вас ждали». Глазки Бубы. Не хочу вас отвлекать, но представьте, как эти руки невероятно смотрятся на кое-чьей шее. Как же невероятно Чонгуку идут очки, это просто невыносимо. $40 миллионов постов. Новый рекорд на TikTok. Чонгук официально стал первым и единственным человеком в истории TikTok, чей персональный хэштег преодолел отметку в 40 миллионах публикаций. От звания TikTok King до статуса глобальной иконы в одном ряду с Тейлор Свифт и Илоном Маском. Его влияние просто не знает границ. Две половинки одной души. Рекламные материалы с участием Тэхёна для бренда Snow Peak были продемонстрированы на крупноформатных экранах и многочисленных светодиодных панелях, расположенных на станции Famila Station в торговом центре Shinsegae, Гангнам, Сеул. Как можно быть таким очаровательным просто по умолчанию? Если Тэхён это сделает, Чонгук тоже это сделает. Уникальный, неподражаемый, потрясающий Ким Тэхён.
Легендарная кофта. Чонгук — олицетворение фразы «талантливый человек, талантлив во всем». Обожаю их такие фото. Второе место. Это так интимно. Чисто шпионский триллер. И сюжет в нем слишком хитро выебан. Тэхён — агент под прикрытием с секретным оружием, а Чонгук слишком много знает. За что, собственно, и выгреб. Но Чонгук недотрога, поэтому он мастерски косплеил стену, включил игнор и повернулся только, когда Тэхён буквально испепелил его своим взглядом. Слишком много экшена для 9 секунд. И слишком много информации о секретном оружии. Любовь остается неизменной. В ней память о смехе, прикосновениях, взглядах. В ней обещание: «Я не уйду, я буду рядом». И это самое ценное. Первое место. Поздравляю с 3-й годовщиной Тэйкук на Dream. Сколько бы лет ни прошло, то как Тэйкук смотрят друг на друга, никогда не меняется. Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.